Афганистан. Это земля гор и долин, которая веками была не просто каким-то перекрестком, а без преувеличения настоящим центром великих империй. Давайте разберемся, как этот регион умудрился стать и мостом между Ираном и Индией, и своего рода инкубатором для завоевателей. И вот главный вопрос, который сразу возникает. Как? Как эта, казалось бы, суровая гористая земля смогла на целые столетия стать настоящим двигателем для создания империй? Как она превратилась из пограничной территории в плацдарм для великих завоеваний? Что ж, ответ, как это часто бывает, начинается с географии. Дело в том, что средневековый Афганистан — это вовсе не периферия. Это был самый настоящий центр, стратегический плацдарм. Положение было просто ключевым. Это не просто какой-то транзитный коридор. Нет, это была идеальная стартовая площадка. Именно отсюда династии могли совершать броски и на запад, в сторону Ирана, и, что особенно важно, на восток, в сказочно богатую Индию. Ну и, конечно же, нашлись те, кто в полной мере воспользовался таким положением. Первыми были газневиды, а за ними гуриды. Давайте посмотрим, как именно они это провернули. Так вот, в конце X века в городе Газни появляется мощная держава газневидов. Да, это была династия тюркского происхождения, но ее уникальность и сила были совсем в другом. Весь успех газневидов, по сути, стоял на двух китах. С одной стороны, тюркская военная мощь, меч, а с другой — утонченная персидская культура управления, перо. И вот этот синтез, этот сплав тюркского меча и персидского пера оказался невероятно эффективной моделью для государства. Самый известный их правитель Махмуд Газневи превратил эту модель в настоящую машину для завоеваний. Его походы в Индию — это были не просто какие-то набеги, нет, это была четко выстроенная система. Захват несметных богатств финансировал армию и роскошный двор, а контроль над Пенджабом давал постоянную базу для будущих походов. И вот тут мы подходим к очень интересному историческому спору. Официально, конечно, все эти походы подавались как священная война, как джихад. Но что это было на самом деле? Искреннее религиозное рвение или все-таки холодный экономический расчет и способ укрепить свою власть? Историки, надо сказать, спорят об этом до сих пор. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Когда газневиды ослабли, на смену им пришли гуриды, династия, которая вышла из самого сердца афганских гор. Они, по сути, взяли газневидскую модель и довели ее до логического предела, расширив свою власть далеко на восток и заложив основы для будущего делийского султаната. Но в XIII веке весь этот мир просто рухнул. С востока пришла сила, которая не просто изменила правила игры, а смела всю доску. Монголы. Монгольское вторжение было стремительным и абсолютно беспощадным. Буквально за пару лет процветающие культурные центры Хорасана, такие города как Герат, Мерв, Нишапур, были практически стерты с лица земли. Просто чтобы попытаться осознать масштаб этой трагедии, средневековые хронисты писали о миллионе погибших в одном только городе Мерв. Ну, конечно, это почти наверняка преувеличение, но сама эта цифра идеально передает тот шок и ужас, который испытали современники. Это была катастрофа цивилизационного масштаба. И это было не просто военное поражение. Нет, монголы уничтожили саму основу жизни. Они разрушили сложнейшие ирригационные системы, которые строились веками, вырезали население городов, оборвали торговые пути. Это был полный коллапс, который отбросил регион в развитии на многие-многие годы. Но, как это ни удивительно, даже после такой катастрофы регион нашел в себе силы возродиться, и центром этого возрождения, по иронии судьбы, стал один из тех самых городов, что был разрушен монголами. Вот эта цитата поэта XV века прекрасно отражает смену настроения. В эпоху тимуридов, которые, кстати, были потомками завоевателей, Герат не просто восстал из пепла, он превратился в один из главных культурных центров всего исламского мира. Да, сами тимуриды были грозными завоевателями, но при этом они активно покровительствовали искусству и науке. И именно в их правлении в афганских городах и в первую очередь в Герате начался настоящий культурный ренессанс. Только посмотрите, что там происходило. Это был расцвет персидской поэзии и каллиграфии, невероятной по своей красоте и тонкости, миниатюрной живописи, грандиозной архитектуры. Герат во время стал столицей изящных искусств.
Но и здесь, конечно, у историков есть важный вопрос. Был ли этот золотой век явлением для всех? Или же это был лишь ослепительный блеск элитарной культуры при дворе, который почти не затрагивал жизнь обычных людей в далеких деревнях и горах? Что ж, давайте подводить итоги. Что же оставили после себя эти бурные, насыщенные событиями столетия? По сути, всю сложную историю средневекового Афганистана можно описать через две ключевые идеи. С одной стороны, это был мост, важнейшее звено, связывающее целые цивилизации. А с другой — постоянное внутреннее разделение между развитыми космополитичными городами и независимой, труднодоступной горной периферией. И вот эта двойственная структура, этот контраст между городом и горами оказалась невероятно устойчивой. Именно она во многом и предопределила всю дальнейшую, очень непростую историю Афганистана на столетия вперед. И в завершение вопрос, который остается открытым. Это древнее напряжение между городом и горами определяло прошлое этой земли. Но как это многовековое наследие продолжает влиять на Афганистан в наши дни?